Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина хочет отношений с вами? Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях сейчас вы находитесь. Так, ух, какой вы победитель по жизни. Смотрите, значит, да, насколько будет резонировать с вами. Вы очень активный, вы ревнивый. Я не могу сказать, что вы такой вот человек, который будет постоянно куда-то мчаться, лететь. Нет. Но темперамент, особенно периодами, у вас, ну, как будто зашкаливает, да. То есть вы не будете лежать на диване, вам нужно что-нибудь делать, чем-то себя занять. Да, вы можете какое-то время отдохнуть, но вообще по своему темпераменту вы такой зажигательный. Вы привыкли, чтобы, знаете, вот всегда добиваться своих целей. Я бы сказала, что вы очень такой целеустремленный товарищ. Вы не успокоитесь до последнего, пока вы не достигнете вот то, что вы задумали. Вы не будете, знаете, вот как-то рубить с плеча, вы не будете поступать импульсивно, да, вы, скорее всего, обдумаете, все взвесите, но будете четко идти к своей цели. Такой вот, вы знаете, ну, не сломленный, что ли, да, если есть такое слово. Невозможно вас остановить. Даже вот какая-то упертость, кстати, может проигрываться у некоторых из вас. Вот если вы решили, то это уже все. Хоть камни с неба, вас уже никто и ничто не остановит. Вы человек довольно такой справедливый, вы живете по совести и ждете того же, той же отдачи от других. Но это не всегда получается, к сожалению. У некоторых может проигрываться даже, что вы огненного знака зодиака, очень ревнивый, вы страстный товарищ. Вот что касается страстей, то здесь вы и любитель, и, ну я имею в виду вот с одной женщиной, да, вы и любитель, вы и, в общем-то, довольно умелый в этом деле, я вам скажу. Вы абсолютно вот не гулёна. Как-то вот вы, то ли это с возрастом уже вы остепенились, да, ну у кого-то может быть воспитание такое, что вот лучше быть с одной, ну по полной программе, да, вот чтобы кровати ломались и все такое. Вам не нужны легкие отношения абсолютно, это не ваш стиль жизни. Вы довольно такой самодостаточный мужчина, у вас деньги, в общем-то, есть. Вы умеете и распоряжаться деньгами, вы не будете сорить ими, потому что у вас был такой период, когда у вас было скорее даже, ну, то ли нехватка денег, безденежье. Ну, то есть вы научились по жизни ценить каждую копейку. Может быть, у кого-то еще проиграется, что довольно тяжело вам деньги даются, возможно, физическим трудом очень тяжелым вы зарабатываете. Либо же вот именно отголосок еще может быть из детства даже у кого-то, я вам скажу. Это довольно часто бывает, что вот если люди жили, допустим, с родителями еще далеко-далеко в детстве, да, и семья была довольно бедная, когда считали копейки, еле сводили концы с концами, то потом уже вот дети в таких семьях, когда вырастают, то они, ну, довольно сильно могут экономить. Может, конечно, проигрываться по-другому. Кто-то наоборот. Вот смотрите, вот дети, которые в бедных семьях, допустим, росли, кто-то будет и дальше экономить. Другие же, наоборот, они пустятся во все тяжкие, грубо говоря, но будут, знаете, вот наверстывать упущенное как будто бы вот из детства. То есть вот такие вот две половиночки единого целого получается. То у некоторых из вас может проигрываться, что это также родом из детства идет. Вот именно такое, знаете, скрупулезное отношение к деньгам. Но это, в общем-то, хорошее качество, потому что, ну, если человек транжира, то как правило, ну ничего он не насобирает, да, вот может быть человек и хочет квартиру, машину, но он деньги транжирит направо и налево, и по факту ничего у него не остается, и он не может достичь своей цели. Вы же такой, вот как я сказала,
Вы будете, может быть, даже не доедать, вы будете как-то экономить, собирать. Ну вот если вы, допустим, решили что-то купить, вы будете собирать, вы будете экономить и так далее. То есть очень вы такое, вот знаете, как будто у вас воспитание такое, вот даже не знаю, какое слово подобрать правильное. Ну вот именно правильное воспитание, да, это может быть еще с детства от ваших родителей вам пошло, вот когда прививались семейные ценности какие-то, да, что нужно быть с одной женщиной, что нужно как-то и деньги экономить, что нужно жить по совести, да, ну то есть у вас вот очень много плюсов, я бы вам сказала, очень много, и это, в общем-то, хорошо. Так, давайте-ка посмотрим теперь, какая женщина пришла к нам на расклад сегодня, да. Итак, что же за дама к нам пришла? Смотрите, эта женщина сейчас одинока. Вот она, может быть, даже осознанно как-то вот не заводит никакие отношения, потому что ей сейчас никто не нужен. У нее довольно такой непростой характер. Она манипуляторша, вот она как раз, в отличие от вас, она очень любит деньги и материальные блага, эта женщина. Она очень финансово вот ориентированная. Для нее на первом месте будут не любовь, не отношения. У этой женщины именно деньги, какие-то подарки, да. То есть вот материальный комфорт и все, что к нему относится. У нее довольно непростой характер, да, вот она как-то обычно привыкла, что все ее хотелки выполняются. Вот она, знаете, вот если это будут отношения, допустим, вот в общем, да, в отношениях, не с вами я, допустим, беру, она будет вот как на этой карте, да, она будет тянуть на себя все, да, вот как перетягивание, она будет своего добиваться, вот она всегда права, она будет тянуть одеяло на себя, то есть она будет ссориться, спорить, доказывать, что она права. Ну, то есть очень такой у нее непростой характер. Она умеет манипулировать людьми, очень коммуникабельная. Это дама, которая, в общем-то, она мастерица, я вам скажу. Вот той сферой, которой она занимается, она довольно неплохо владеет. Допустим, она там работает в каком-то одном направлении, то она мастер своего дела. Она довольно страстная натура. У кого-то может проигрываться еще злоупотребление разными напитками, у нее может проигрываться, да. Либо же она уже прошла этот этап. Теперь еще, знаете, вот не хочу вас пугать, но она может еще проигрываться большой любительницей мужчин, да. Ну, то есть очень и очень непростая. Давайте-ка теперь посмотрим, знаете ли вы эту женщину или нет, да, или это просто, вот я описала вам женщину, но это будет незнакомая. Давайте-ка посмотрим. Вы знаете эту женщину, но она сейчас на расстоянии. Возможно, кто-то из вас напишет, что это бывшая, да, ну, все может быть, это и бывшая даже пришла. Но то, что дама четко снова выпала на финансово, вот, материально ориентированно, это 100%. У кого-то из вас также может проиграться, что у вас есть такие вот, может быть, редкие какие-то смс-ки, какое-то общение вот с этой женщиной. Очень редко, да. И то даже, знаете, это бывают какие-то такие моменты, когда реально нужно либо что-то решить, о чем-то договориться. Может быть, у кого-то это по поводу детей будет, да. Ну вот даже в эти моменты, когда вы общались с этой женщиной, либо же общаетесь, вот в эти даже редкие моменты, у вас такое ощущение, как будто вот она вас морально подавляет. Вот вроде бы, казалось бы, и женщина, ну как-то, ну давит, ну морально, ну некомфортно как-то с ней, да, вот хочется сбежать, хочется как-то, ну забыть как кошмарный сон просто ее. То есть, если с другими женщинами, да, может быть,
классно, шикарно и комфортно в общении, то вот именно с этой женщиной, да, несмотря на то, что она, да, она ухоженная, она любит себя, она очень любит себя, она может быть такого нарциссического характера, да, она может проигрываться довольно такая успешная даже в своем деле, но она настолько тяжелая в общении, она настолько ну, неприятная какая-то вот для вас в общении, да, вот. То ли это давайте-ка уточним все-таки, почему вот вам не очень приятно с ней общаться. Вот давайте-ка уточним. Так. Потому что, во-первых, да, я думаю, скорее всего, это женщина, с которой у вас либо были отношения какие-то, может быть, роман, там, либо уже более серьезные отношения. Во-первых, она, ну, как бы дала вам толчок, знаете, вот именно толчок в новую жизнь. Из-за нее вы настрадались. Вот из-за этой женщины вы стали смотреть по-другому вообще на других женщин. Вот она стала какой-то вот отправной точкой, что после нее как-то вообще все в вашей жизни, может быть, кардинально поменялось. Из-за этой женщины вы какое-то время очень сильно переживали, тосковали, страдали, да, вот. И вот и сейчас, вот знаете, вот я теперь поняла, вот если кто из вас с этой женщиной периодически как-то общается, то вам неприятно, потому что, во-первых, это, ну, как бы бередятся ваши душевные раны, и плюс еще вот, ну, очень четко в общении с ней просматривается ее вот эта материальная зависимость. То есть она может быть, даже когда звонит, либо пишет вам, она либо денег просит, либо же какую-то вот помощь, но вы понимаете, что там какой-то подтекст есть, что-то она хочет поиметь от вас снова, либо же деньги, либо подарки, ну какую-то выгоду. То есть вам неприятно вот общение, вот эти все воспоминания, вот эти вот проблемы, которые с ней были. Хотя когда-то вы ее считали судьбоносной женщиной, вы возлагали очень большие надежды на нее. Вы очень сильно надеялись, что это будет женщина, с которой можно раз и навсегда, да, вот довольно часто так бывает, когда люди, особенно вот когда женятся, да, думают, что все это единственное, неповторимое. И также бывает и у женщин, и у мужчин, да, вот особенно если заключают брак. И потом очень большое разочарование, когда все идет не так, как хотелось. То есть вот до сих пор у вас осадок с этой женщиной, да? То есть либо это отношения были, у кого-то, может быть, семья была. Ну, то есть по-любому вы уже расстались с этой женщиной, вы с ней не общаетесь. Хотя она была когда-то, она была очень важна для вас. Давайте-ка теперь посмотрим, почему же она хочет с вами отношений, да? Вот вы вроде бы разошлись, вроде бы уже все. Так. Вот снова идет обман. Обман от этой женщины, да? Она, вот знаете, она в своей жизни очень сильно запуталась. И причем запуталась именно вот то, что касается вот финансов, отношений, денег. У нее сейчас нет таких возможностей, во-первых, которые были вот у вас с ней, да? У нее нет ухажера как такового, я не вижу у нее серьезных отношений, который бы ее финансировал, спонсировал, абсолютно. Она, вот знаете, она даже подходит к новым отношениям, вот как-то вот через вранье. Она заводит новые отношения через вранье. Допустим, вот начинает новый роман свой, да, у нее, понятно, у нее были короткие романы, у нее были. И она как-то начинает то ли прислуживать, услуживать, знаете, становится такой вот белой, пушистой, на все согласной, только бы ее кружили, дарили подарки, денежки давали. Вот она через вранье подходит к любым отношениям. Если же она видит, что мужчина ее не устраивает, может быть, он ее быстро раскусывает, денег не дает, подарков,
то она с ним, естественно, прощается. Вот и здесь она через вранье, она снова хочет, она покажет вам, либо будет как-то намекать, пытаться показать, да, вот что у нее любовь не прошла. Вот она может именно врать про любовь, чтобы снова жить в шоколаде, чтобы снова вы ей то оплачивали все, что вы делали, да, оплачивали, покупали, дарили подарки, заботились, решали какие-то и вот ее проблемы. И она с этого момента вот как бы подходит, у нее подход через вранье, подход к вам именно вот через ложь, через сказки, вот через лапшу какую-то. Так, но она опять же, да, вот она хочет, но она сомневается. Вот посмотрите, как четко видно, да, вот она очень хочет получить денежки. Вот, да, вот как здесь на карте у нас держит, на четверке пентаклей. Она хочет иметь деньги, никому не отдавать, да, вот дайте мне денег, дайте, я никому не отдам, да, вот хочу много денег. Но она сомневается, что у нее это получится. Вот у нее такие сомнения, она и хочет вроде бы с вами отношения, но в то же время она как-то сомневается, а получится ли. Давайте-ка теперь уточним, получится ли у вас с ней возобновить там роман хотя бы, да, что получится из этих отношений. Да, вы деньги умеете зарабатывать, а ничего не получится. Вообще ничего не получится. Вот если она даже будет как-то проявляться, да, во-первых, я вас хочу предостеречь, что будьте осторожны. Если эта дама, вот которую я описала, которая пришла к нам на расклад, если начнет уж больно сильно вас атаковать, да, вот женщина именно, с которой у вас неприятные воспоминания, то будьте готовы к тому, что это вранье, что дама ждет, что вы ей снова вот настругаете этих монеток, заработаете, да. Женщина может петь про любовь, морковь, как она вот хочет все начать сначала. Она может рассказывать вам, как она тоскует, страдает, но это будет вранье. И в итоге она, если даже и пришла бы к вам, или хотя бы там написала что-то подобное, предложила там начать сначала, я думаю, вы бы ее в штыки восприняли, да, вот. Либо же не захотели даже разговаривать, может быть, кто-то грубо бы ответил, кто-то трубку бы бросил, да, ну, то есть вы настроены к ней агрессивно, вам эта женщина на данный момент уже не нужна, я думаю, уже не будет нужна, потому что вы для себя вот поставили жирную точку, как бы тяжело вам не было, вы поставили точку, поэтому у нее ничего не получится, какой бы хитрой лисой она перед вами не появилась. Вот как-то так, так что будьте осторожны. Держите ухо востро, если такая дама подлезет снова, если появится снова в вашей жизни. Потому что, ну, как бы второй раз наступать на те же грабли, то я вам скажу, и боль уже будет, ну, в 2 раза больнее, да, вот именно психотравма будет намного больнее, намного больше. И тогда уж точно вам будет тяжело вообще поверить и довериться женщинам, да. Потому что если предательство за предательством, ну, человек совершенно может разувериться вообще во всем женском роде. Вот как-то так. Я вас предостерегла, а вы уже думайте сами, решайте сами. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!